Добрый день. С вами, как обычно, я, самый оптимистически расстроенный аналитик Игорь Испанович Стыдкин. Потому что испанский стыд – это единственное, что можно испытывать, наблюдая за действиями нашего военно-политического руководства. И сегодняшний эфир я предлагаю провести немного в другом формате. Вы можете присылать мне свои вопросы, а я, по возможности, с гадостью на них отвечу. Как вы поняли, я сейчас не картавил. Вот я вижу, у нас уже есть первый вопрос. Как сейчас обстоят наши дела в Бахмуте? Хороший вопрос. Я бы, конечно, мог ответить одним словом, но чтобы не произносить слово «обгадились», я заменю его словом, например, «покушали». Так вот, в Бахмуте наши подразделения кушают хорошо. Можно сказать, кормят их на убой, так что аж за ушами трещит. Вагнеровцы те вообще уплетают за обе щеки, потому что за одну щеку все угощения от ВСУ уже не помещаются. Говоря о еде, можно сказать, что наши войска проедали кучу своих позиций. Про фланги я вообще молчу. За последние пару дней ВСУ их там так оттрапезничали, что некоторые наши подразделения после того, как покушали, сразу срыгнули. 72-я бригада, например. Как говорится, наелись до отвала и отвалили. Некоторые вообще не смогли встать из-за стола. А кто понесет ответственность за такой сомнительный банкет? Думаю, повар. Вот он и орет теперь на своих фанерных администраторов. И я уже молчу о том, что оплачивать весь этот банкет придется обычным россиянам. Как-то так. Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько в итоге систем Patriot удалось уничтожить нашей суперсовременной гиперзвуковой ракетой «Кинжал»? Интересный вопрос. Точную цифру я, скорее всего, не назову, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что уничтожили мы, где-то плюс-минус 0. Хотя нет. Правильнее сказать 0,000000001 какую-то незначительную детальку от этого комплекса. Нам подобными запусками хотелось открыть ящик Пандоры, а по факту получилось открыть ящик позора. Наш хваленый кинжал по факту оказался тупым перочинным ножичком, который, как выяснилось, элементарно не смог вскрыть американскую консервную банку. Эту мощь мы хотели продемонстрировать всему миру. Если да, у нас получилось. Теперь все знают, что таких кинжалогов нет, есть только у нас. Если я не прав, объясните мне, зачем тогда арестовали разработчиков этих кинжалких ракет? Думаю, уж точно не для того, чтобы погладить их по боеголовке. И мое субъективное мнение, применять против натовского оружия кинжалы – это равносильно тому, что ходить на медведя с зубочисткой, в надежде на то, что, глядя на вас, он помрет со смеху. Но есть один нюанс. Если медведь попадется без чувства юмора, вам кранты. Идем дальше. Скажите, пожалуйста, когда закончится вся эта хрень? Не совсем понял, о чем идет речь. Если вы про мой эфир, то скоро. А если про нашу хваленую спецоперацию, то для того, чтобы она закончилась, ее нужно хотя бы начать. А мы, как заявил самый опасный дурак в мире, еще даже и не начинали. А если и начнем, то с такими дураками вряд ли что-то закончим. Один дурак из Госдумы предложил отправлять на фронт бездомных собак. А что, породистые зэки уже закончились? Для чего это делается? Чтобы потом в случае провала СВО всех собак повесить на собак? Другие дураки предлагают обучить орлов перехватывать дроны. Интересная мысль. А если этот орел случайно увидит в небе наш орлан, и не дай бог еще и в брачный период, кто потом будет высиживать эти беспилотные яйца? Ответьте мне.
Хотя, с другой стороны, это может и хорошо. У нашей армии наконец-то появятся хоть какие-то яйца. Ну а дальше что? Может, мы вообще всю нашу фауну на фронт отправим? А что, очень удобно. Кроты будут рыть окопы, коровы минировать поля, пиявки будут лечить тяжело раненых, а скунс постоянно будет вонять, что ему не хватает боеприпасов. И вот тогда абсолютно логично, что всей этой второй сворой мира будет командовать никто иной, как оленевод. И потом не удивляйтесь, что первыми с этого тонущего корабля побегут крысы. А их в нашей доблестной армии, поверьте, предостаточно.